Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте, бритье. По ряду причин перерыв получился значительный, целая неделя. И, конечно, такую красоту лучше всего было бы смахнуть клинком, но я заранее уже решил, какой станок сегодня будет на обзоре. Очень неординарный, середины прошлого столетия, и не стал отменять своего решения. Сегодня на обзоре будут достаточно необычные вещи, какие вы сейчас увидите на крупном плане. Ну а я начинаю подготовку. Догоняйте. Я уже как-то упоминал, что в нашем магазине есть компания, белорусская компания ТДС. Наряду с мылами для бритья, в том числе и мыло для повседневного использования. Дабы хоть маленечко приоткрыть вот эту завесу, чтобы вы знали там вообще, насколько это интересно, неинтересно, я решил и их проверить в деле. Первое. Кастильское из оливкового масла, ежедневный природный уход. Ребята, вот тут написано экономно. И замена пенки молочку. По поводу экономно, вот 75 грамм этого мыла за неделю семьей из 3 человек превратилась вот в такую вот небольшую горку. Так что по экономности судите сами. Что касается по всему остальному, что здесь написано, что это на замена пенки, молочку, не сушит, ухаживает. Да, ребята, так и есть. Быстрая, шикарная пена. После них кожа рук на самом деле как бархатистая, что ли. Очень понравилось. Точно так же понравилась и запаховая составляющая. Просто приятно, хорошо, просто хорошо. Насколько для вас это могло бы быть заменой DAF или прочим мылам, решайте, судите сами. Но мне вот это вот понравилось. Полностью натуральное нежное мыло для лица. Насколько натуральное, это судите по описанию, но в работе это хорошо. Следующее натуральное мыло, травяное, крапива, шалфей, глина, свежий аромат трав, природа ухаживает, нарядная серия. Нарядная, вот смотрите, беленькая, зелененькая. А вот по поводу того, что здесь пишут в описании, что натуральное масло не растительное, это все так и есть. Запах сладковато-пряный, слегка терпкий, травянистый. Ребята, для меня это ярко выраженный шалфей. Терпкость здесь, да, небольшая есть, но все-таки шалфей здесь превалирует, поэтому те люди, которые его любят, ребята, это ваше мыло. Те же, кто к нему так относится или никак, то думайте, потому что шалфей здесь на самом деле превалирует. Насколько оно экономное и шикарное, я вам смогу рассказать, наверное, где-то через 5-7 дней, потому что это первый день его использования, и выглядит оно вот так. Сразу видно, натуральное, что. Вот, это по мылам. Так будет выглядеть сегодняшний набор для бритья наш. Станочек. Станочек у нас появился на канале благодаря Дмитрию. Это необыкновенный станок середины прошлого века компании Золинген под названием Apollo. Дорожный набор. Вот в таком зеленом футлярчике. Сколько я не гуглил, так и не нашел именно в таком. Были в разных других, пластиковых, косорезы были, а вот чтобы вот в таком футляре, в таком наборе, так и не нашел. Станок называется Apollo. Apollo Zolingen Made in Germany. Внутри набора ручка, трехсоставная голова, футляр для лезвий и вот такой маленький футлярчик для алюмокалиевых хвостов. Не верите? Давайте я вам покажу. Так, вот где у вас здесь так вот. Посмотрите, опа, какая прелесть. Судя по тому, как это здесь все выглядит, я думаю, что он натуральный еще с тех, в смысле оригинальный, еще с тех времен. Футляр для лезвий, я спрашивал у Дмитрия, он говорит, что они здесь для антуража, но тем не менее, смотрите, полностью функциональные, все входит, все выходит, можно брать с собой. И самое, конечно, интересное, это станок. Таких станков, ребята, я честно скажу вам, не видел. И совершенно неожиданно он открывается, когда вы берете его в руки и пытаетесь рассмотреть. Ручка. Вес ручки 56 грамм. Все его тактико-технические, я сейчас где-нибудь приведу здесь сторонки, чтобы вы могли его рассмотреть. Я до сих пор не могу сказать, из чего он сделан. Могу только догадываться. Внутри желтизна, значит, сделаны то ли из бронзы, то ли из меди, то ли еще из чего-то хромировано. А вот это скорее всего,
Я не знаю, что карбон, карболит, бакелит, что это такое. Ну вот судя по тому, что вот это похоже, может быть это действительно бакелит. Вот такая ручка, ребята, совершенно необычной формы, с необычной насечкой, тяжеленькая. Но все-таки 56 грамм это приятное такое. Голова. Голова удивляла и продолжает удивлять всем. Потому что если мы возьмем, например, вот так вот, стоять, нижнюю плиту, ну, давайте уж сразу. Голова трехсоставная. Вот, я хотел это на потом оставить, но вот голова трехсоставная. Так вот, нижняя плита, она не металлическая, она бакелитовая, и плюс ко всему у нее, казалось бы, обычные размеры, ширина 25, при длине сколько там, 43? Да, 43 миллиметра. Но она разносторонняя, посмотрите. Здесь вот такая сторона, а здесь вот такая. Ну, ладно, хорошо, посмотрим, как это сработает. Следующее удивление, это то, что здесь есть промежуточная вот такая пластина, которая вставляется на отдельные шифты, и получается полностью нижняя плита в сборе. И нас продолжает удивлять, потому что когда мы возьмем верхнюю крышку и будем вставлять, казалось бы, чтобы закрепить лезвие, то у нас получается, что верхняя крышка гораздо меньше нижней плиты. Длина верхней крышки у нас 42 мм, 42,3 посередине, и по краям сходит на 41,6. А крышка сама 43. Понимаете, да? То есть вот видите, какое расхождение? Вот этим тоже она удивляет. По отзывам владельцев, станок чрезвычайно комфортен, чрезвычайно нетребователен в выборе лезвий, то есть по-нашему, по-русски всеяден. Поэтому совершенно без разницы, как он говорил, Дмитрий, то есть, что ты сюда поставишь, будет брить ого-го как. Ну и, вот, кстати, я нижнюю плиту вам не показал снизу. Вот значок Apollo. И вот здесь вот. Сейчас вот я где-нибудь в сторонке напишу здесь, что здесь написано, возможно, вам плохо видно. Ну и еще одно удивление, как входит ручка. То есть даже в бакелитовом, казалось бы, станке сделали вот такое углубление, и ручка туда так тырц за подлицо. И что же у нас получается? Смотрите, какая интересная картина. Крышка уже, нижняя плита шире, но это не видно на глаз. Оно как-то все сглаживается. И посмотрите, как интересно все выходит. Смотрите, как он необычен. Посмотрите, что здесь вместо пенооттоков. Ванна. Ой, как интересно. Вот так, друзья мои, и выглядит сие чудо. Ну вот вид сверху. Чрезвычайно элегантный станок, очень приятен глазу и в руке. Ну, как будет брить, посмотрим, хотя хозяин на нем отзывается, но очень комплиментарно, очень. Видите, да, так вот, так маленько наскос. Вот, это станок мыла. Aran, старое название Aran Sense, это голландская компания, и вот сегодня у нас будет в комплекте Shave Soap Refill, рефиловая такая таблеточка, которая подойдет большинству деревянных чаш, ныне существующих на рынке. К сожалению, она была без всякой упаковки, вот так вот, без целлофена, без пластика, вообще без нифига, вот такая вот она и есть, с логотипом. Ребята, ну чтобы вы знали, как это пахнет. Вот когда слышишь, кто-то говорит, блин, да я за это готов родину продать. Ты понимаешь, что он не продаст родину, это он просто свои эмоции выражает. Так вот про это так можно сказать, ребят. Запах совершенно чумовой. Как обещает компания, что за 15 фунтов стерлингов, купив вот такой кусочек, вы сможете получить чрезвычайно богатую смягчающую пену. Вот с таким составом. Так ли это? Ну, сейчас узнаем, сейчас посмотрим. Ну, а Димычу Долбанову еще раз огромное спасибо за возможность показать ребятам вот такую вот интересную работу наших этих шотландских мастеров. Запахом пачули и аниса. Ребята, я бы не сказал, что там можно вычленить пачули или анис. Там вот так вот все замешано и все очень красиво. Пахнет шикарно. Пахнет по 5-бальной системе на 7. Но как будет брить, посмотрим. Помазок.
Не стал далеко ходить. Simpson Kent H12. Могуч, не вонюч, волосат. Все на месте, все хорошо, элегантный, нежный, бархатистый и вообще просто воплощение, ну, я не знаю, доброты, нежности, что ли, широкой английской души. Вот что-то такое в нем есть. Вот сегодня им и побреемся. Лезвие Полсира вы уже в курсе, а на вместо автошеи у нас сегодня будет крем КД от Плакситан, который появился на канале благодаря Вячеславу Плакси, Украина, и у которого там пробники и прочее. Вы все это сможете найти. Плюс ко всему он еще делает изделия из кожи. Ссылку на парня смотрите в описании под видео. Я думаю, сегодня такая штука будет как нельзя кстати. Но все, пошли бриться. Так, ну, пришейв. Наверное, из-за того, что здесь достаточно бурная растительность, давайте, наверное, все-таки его организуем. Совершенно случайно африканская чаша полностью совместима с этой таблеткой. Ну вот сейчас так маленечко, чуть-чуть и намажем. Так, ну пока кушает, давайте, наверное, займемся пеной. Сильно утруждать его водой не буду, просто намочил и все. Впрочем, как и помазок. Мыло достаточно твердое, ну прям приятно твердое. Так, раз, два, три, четыре, 50. Ну, смотрите, за 50 раз что случилось. Помазок мы частично забили. Крупнодисперсионная по краям, я ее тоже собрал, выкидывать не хочу. Это осталось в чаше. Ну, вот это вот в чаше. И, наверное, в сторонку уберем. А на этом сейчас и будем на лице работать. Дмитрий, владелец станка, чрезвычайно заинтриговал своим описанием его в работе, потому что с его слов настолько комфортного, ну, еще поискать. Опять же, всеядность по лезвиям. Но этим нас не удивить, многие станки этим страдают, но это по первости. А потом, когда ты начинаешь вникать и начинаешь видеть разницу. Одним из таких станков для меня был Rockwell. Я тоже вначале думал, что он всеядный, да, собственно, я долго так думал, наверное, где-то месяца 2-3, а потом постепенно, уже привыкнув, я начал замечать эту разницу. И она стала достаточно существенна. А поначалу, да, я его считал всеядным. Ну и сейчас полностью всеядным станком, я бы, наверное, даже и похвастаться-то не смог. Ну, разве что у вас он есть. Если вы знаете такой станок, ну, напишите, было бы интересно. Ну, вы посмотрите, что. Так, ладно, пока губищу раскатывать не будем, учитывая то, что волосяной покров недельный все-таки способствует тому, что мы сейчас видим с вами на лице. Поэтому давайте лучше посмотрим на эту пену на втором-третьем проходе. Но сейчас вот то, что я вижу, мне очень нравится. Прям очень запах, ребята. Шикарный, шикарный. Вот если его взять, допустим, за 100%, как он пахнет из коробки, вот сейчас на лице он поутух, наверное, где-то в половину. Но тем не менее этот приятный запах все равно сохраняется, все равно приятен. Пена достаточно густая. Я чувствую, что придется маленечко пободаться. Жижи не стал делать, потому что, ну, хочется испытать, насколько универсален. Пеноотоки там отверстий нет, но там тазик. Поэтому я думаю, что он справится. Поехали. Опять же, Дмитрий сказал, что он требовательный к углу. И
говорили, что здесь, как только ты найдешь этот угол, будет брить великолепно. Но я не знаю, ребята, я почему-то интуитивно его сразу нашел. Пока мне нравится. Первая мысль вот на первых 3 штришках была: кассетник в тэшках. Вот так вот он бреет комфортно. Посмотрим, что будет дальше. Промывается. Если вы будете делать правильные движения, не вот такие, а вот такие, учитывая структуру, конфигурацию станка, проблем не возникнет. Пока удивлен. Поскольжение, да, есть. Не самое лучшее в мире, но где-то на 4 с плюсом есть. Честно сказать, разницу между стороной с насечкой и без насечки пока не уловил совсем. Да, промывается отлично. Угу. Вопросов 0. Ну вот, первый проход. Забивания станка я не встретил. Естественно, по всему лицу ДФС, пожалуйста. Ну и удобно. Чуть-чуть воды. Второй проход. Зай. Ну вот, на второй проход практически без волос. Зая, ну подожди, пожалуйста. У чувака лямур-тужур тут вообще в полный рост, а тут, видите, я бреюсь. Второй проход. Я, кажется, начинаю понимать, о чем говорил Дмитрий. Тут не от гарды. Тут что-то среднее между гардой и крышкой. Он сам по себе по конструктиву достаточно необычен, но эту необычность вы чувствуете в руках, прошу прощения, даже тогда, когда кладете станок на лицо. И тут интуитивно вы ищете этот угол. Ну, я называю это слово «ищете». На самом деле это буквально 1 секунда, пырц, и он стал как надо. Вот как-то так получается.
Интересно, девки пляшут. Вот. Ну и третий, остатний проход. Местами уже даже биберя стал появляться. Очень интересная структура сейчас на лице стала образовываться. Чего-то такого особо пышного я не наблюдаю. И в то же самое время я понимаю, что это та структура, которая позволяет с хорошим скольжением брить лицо. Ну вот. Наверное, на этом и остановимся. И уже на третий заключительный. Угу. Господи. Ну это ладно. Все-таки на добривке, наверное, маленько оставлю, потому что к новому ходу еще не привык, и здесь надо было. Ну, сделаю, сейчас сделаю. По скольжению, да, в некоторой мере присутствует, но уже, скажем так, сильно станком я бы тут не стал махать. То есть, ну, скажем так, эта позиция в этом мыле обозначена, но это явно не та позиция, которой это мыло могло бы гордиться, скажем так. Она есть, нормальная, ну, не взрыв мозга, просто нормальная есть. Да. Вулфет, до табака. Ну нет, конечно. Так, ну и свои любимые места еще. Уже на этот раз, чтобы контрольный выстрел. Все, замечательно. Ну, пожалуй, первое впечатление я о станке составил. Не хочу сказать, что я его понял, но первое впечатление получил. Компресс, автошейф.
хорошо. Просто хорошо. Все будет интересно. Все, что неизвестно, все будет интересно. Что там как-то вот это вот. И вот что-то вот крутится в голове. А еще овсянка, сэр, не пойму почему. Хотя, наверное, все-таки понимаю. Знаете, в 1999 году мы с Ренатом были в Лондоне 5 дней. И в одном из отелей, где-то уже, наверное, под утро, часа в 4, наш номер находился под чердаком. Ну, собственно, это и был чердак, мансарда. И через наше окно можно было выйти на крышу. Так вот, в 4 утра в 99 году мы с Ренатом сидели на крыше. Сидели и курили. И тут, знаете, внизу по мостовой так цок-цок-цок-цок-цок. По звуку вроде лошадь, но размерность не та. И мы так раз, так вниз, так оп, на улицу. И ребята, вот ту картину, я ее помню до сих пор, я никогда не забуду. Потому что два мужика в белых манишках, расстегнутых. В руках у них вот так пиджак перекинут, или как верхняя часть пиджака этого смокинга называется. Цилиндров не было, может, я их просто не увидел. Черный низ, туфли, и вот они. Вот так вот, понимаете, вот, и вот так, цок, цок, цок. Это джентльмены, мать его, возвращались утром домой. Да тут даже документы не надо спрашивать, чтобы понять, что это бежали англичане. Ему вот так вот, как два обалдуя с Сибири, вот так проводили, пока они там. Вот это были сэры. Ну как их там правильно назвать? Понимаете, с таким достоинством, так величаво, так вот они вот так вот. Ну блин, где их так тренируют, я не знаю, но это было красиво, ребята, реально красиво. Вот почему я про овсянку, сэр, вспомнил. Теперь дошло. Так, крем КД. Проверенная штука, который на канале появился благодаря Вячеславу Плаксии. Если кто еще такой Вячеслав Плаксии, кто-то не знает, это человек на Украине, который может предоставить пробники по бритью, который занимается кожей, у которого руки растут правильно и который может делать просто красивые вещи. Ой. Ну, это КД, это проверенная штука уже. Конечно же, есть уходовые, конечно же, есть, если на свете жирность, ну, по первости, да, она тоже есть. Но сейчас она должна уйти. Раздражение. Ну, это каким должен быть станок, чтобы после недельного отдыха, роздыха кожи, я сейчас хлопотал раздражение, но тем не менее, вот смотрите, все девственно, прекрасно. Запомазок, говорил не единожды, это аристократ, английский аристократ и нежно-мягко пушистый. Мыло. Ребят, что сказать, впечатлен. Впечатлен в первую очередь запахом, потому что запах сбивает сразу с ног. Как я сказал, что за запах я дал бы 7, это точно, потому что запах сам по себе великолепен. Так, композиция подобрана. Если вы оставите это сохнуть до утра в чаше, то ваша ванная комната наверняка будет пахнуть ой-ой-ой. В бритье хорошее мыло, пена мне тоже понравилась. По скольжению, но это не та позиция, за которую я стал бы хвалить это мыло. Но тем не менее, кому это нужно вообще, кто этим озабочен, то он там это тоже найдет. Не самое лучшее, но на крепкую 4, возможно даже на 4 с плюсом, это по скольжению натянуть-то можно. Поэтому, ну, скажем так, оно есть. Что я поставил бы, наверное, попенял этому мылу. Запах настолько же великолепен, насколько и... Ну, смотрите, вот за 100% из коробки взять, начинаете бриться, 50% ух! Это во-первых. Во-вторых, ну, даже во время бритья, скажем так, он, ну, чувствуется, ну, скажем так, в полову. Вот как вот ну, не дает возможности лишний раз собой наслаждаться, понимаете, в чем дело? Если предыдущих итальянских мастеров мы пробовали, то там получалось, да, вот посмотрите, там предыдущее, предпоследнее видео, там была такая возможность, а здесь, к сожалению,
Ну, возможно, из-за тех, я на это думаю так. А если, допустим, итальянцев не брать, то это бы за героя сошло. Может быть, может быть. Но когда ты пробуешь хорошее, то это хорошее хочется видеть во всем остальном. Поэтому вот я не мог об этом не сказать. По композиции, да, итальянцы, этому не стыдно было бы перед итальянцами по композиции. А вот по силе до итальянцев, к сожалению, не дотягивает. 15 фунтов стерлингов за 100 грамм. Ну, расхожая цена. По себе знаю, что если 15 фунтов стерлингов в Англии, то в конце концов, ну, в Европе это за 12-15 баксов тоже можно найти. Ну, евро, прошу прощения. Поэтому, ну, как бы обычный ценник. Мыло очень интересное и... Не, жирность еще не ушла. Не ушла. Еще впитывается, но в половину уже меньше стало. Мыло интересное. Могу ли рекомендовать, если вы любите мощные, энергичные, такие фантасмагорические запахи, такой, знаете, приятно фруктово, какой-то, знаете, растительной направленности. Ну, вот то, что здесь обозначено пачули, вот прям пачули вы здесь не найдете. Но зато, знаете, буйную какофонию, приятную, ну, как фруктовый коктейль. Ты вот пьешь фруктовый коктейль, ты от него тащишься тебе по вкусу, ты просто балдеешь. Ну, тебе скажут, ну-ка там вот ты клубничку-то там учуял, или сколько там банана, или сколько там бананаса. Ты этого ничего не видишь, ты просто берешь вот 100% композицию и от нее тащишь. Вот такой примерно, очень интересный. В общем и целом, если по 10-бальной шкале, я бы, пожалуй, 4,5 из-за поскольжения и стойкости запаха дал бы самому мылу, ну и пару баллов за запах-то. Так что вот как ни крути, 6,5-то выходит. Вот такое мыло. Ну и, Димыч, огромное тебе спасибо за то, что дал возможность ребятам показать такую штуку. Интересная. Станок. Ребят, это тот станок, который можно полюбить. Это тот станок, который на сегодняшний день вы хрен где достанете. Возможно, если вы будете бегать по Амазонам, eBay и же с ними, в какой-то из комбинаций вы сможете найти это произведение ее искусства от 80 евро, фунтов, долларов, чего-то там нужно подчеркнуть и выше. Но если вы все-таки достанете этот станок, он вас в себя влюбит. Влюбит по самую маковку. С первого, бритья в засос, просто так, я свой, на меня можно положиться. Вот что-то вот такое в нем есть, потому что вот проскочило там слово кассетник от тышек. Ребята, ну не совсем так. Кассетник — это все-таки та зараза, на которую, да, хороший, не зараза, хороший, но все-таки там давить надо. Все кассетники построены на давлении, здесь не надо этого делать. Здесь он просто бреет с комфортом. Вот тот конструктив, который вас удивляет, потому что узкая верхняя крышка, широкая нижняя площадка, вот эта вот расфасовка, с одной стороны сплошная гарда, с другой стороны какие-то звездочки, потом тройная голова, то есть с прожилками. Оказывается, все в кассу, все точно рассчитано и все действует, все работает. Вот те окна, которые вы здесь видите, после того, как ставили лезвие, они вполне себе открывают welcome для той пены, которая будет идти. Но вам же потом это нужно убрать. Поэтому, если вы будете промывать не так, а так, вы это промываете. Но после того, как вы побрились, вам же все это нужно как-то, чтобы чистенько было, да? А вот тут-то тройная голова и работает. Вы ее разбираете, аккуратно промываете, там все вычищаете, собираете все вместе. И вот вам, пожалуйста, плиз на блюдечке, этот станочек обратно. Вот этот набор общим весом 140 грамм, ну, не оттяжелит вашу ношу, если вы куда-то соберетесь. Но он вам даст возможность практически все, за исключением помазка и мыла, держать при себе, необходимое для бритья. Интересно? Да, интересно. Внешне он как фарфоровая статуэтка, сделанная из слоновой кости. Понятно, что это не слоновая кость, что это бакелит. Но, блин, ну как же сделано хорошо. То есть практически сколько, 70 лет назад, да, умели, да, могли. Несколько непонятная история самой фирмы. Потому что фирма Apollo, насколько я знаю, сейчас существует, и даже не одна. Есть Apollo Razors, есть еще какая-то там Apollo там, с одним станком. Кто эти все Apollo, откуда они взялись, я не знаю. Но вот эта Apollo, которая Золинген, ну, по одной информации на 50-х годах закрылась, по другой информации в 60-х,
То есть вот как-то вот знаете, мало информации об этих станках. Но, ребята, если вдруг с какой оказией вам вот этот станочек подвернется, и ваша финансовая ситуация будет такова, я хотел бы, чтобы она была такой, что позволило бы взять вот это вот чудо, ребята, берите. Не думаю, что вам повезет вот именно с такой комплектацией, но если хотя бы поодиночке вы сможете его где-то выщелкнуть, выстегнуть, ребята, вешайте. Очень интересный. Да, к нему нужно будет привыкнуть. Да, нужно будет поискать угол. Да, для вас неожиданно будет, что он раскручивается очень уж легко. На старт некоторые грешат, вот бы там резьбу подлиннее, там на 2-3 виточка. Ребята, вы Аполло не пробовали. Здесь только чирком и улетел. А тем не менее, бреет и работает. Ну, это все относительно. Ребята, вещь. Дмитрию огромное спасибо за сие произведение искусства, что дал возможность показать вам. Ну что, ну все. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Прежде чем написать вопрос, загляни в описание под видео. Возможно, ответ кроется там. Ты просто забыл, что так можно сделать. Все, пока-пока. Подписывайтесь на канал.